Я успела. В последний день зимы, словно провожая зиму, я знаю, вы это ждали. Зимняя коллекция. За нее я взялась еще в декабре, когда делала облака в эпоксидной смоле, ведь тот ластик, который я там использовала, очень похож не только на облака, но и на сугробы. Поэтому я так и разместила его внизу. Помните, у меня в смоле там оставались облачка, которые всплывались к центру? Вот именно они и стали снегом. И, конечно же, мало какая коллекция у меня обходится без засушенных веточек можжевельника. Этот кулон был почти готов и дожидался своих собратьев аж до февраля, потому что только сейчас я взялась за продолжение этого проекта. Кстати, если вы не знаете, как и зачем основы под кулоны прикреплены к файлику, посмотрите видео про летнюю коллекцию, там я все подробно объясняю. Замешиваю смолу по инструкции и приступаю к другим контурам. Зима — это снег, а я очень люблю снег. Эпоксидку я окрасила с помощью вот такого сухого перламутрового пигмента и залила им дно. Пока смола застывала, пигмент равномерно распределился и не оставил узоров. Снежинки я буду не рисовать, а использовать вот такие наклейки для ногтей. Отрезаю те, которые мне нравятся, снимаю пленочку и опускаю в воду на некоторое время. Чтобы снять снежинку, я вынимаю ее из воды и прикладываю на кожу, а потом переношу уже на кулон. Если остаются капли воды, ее можно промокнуть салфеткой или ватной палочкой. А если наклейки долго лежат в воде, они уже сами начинают отходить от бумаги, и их можно сразу аккуратно вылавливать из воды. Покрываю тонким слоем первый слой снежинок, сушу, а затем приклеиваю еще снежинки. Вновь заливаю их смолой, сушу, и тут я заметила, что УФ-смола стала отходить от основы. У меня даже получилось ее полностью отколоть. Теперь вы понимаете, да, почему я не люблю УФ-смолу? Как бы не было с ней легко и удобно работать, иногда она подкидывает не самые приятные сюрпризы. В общем, сердечко мне пришлось полностью переделать. Зима — это каток, изрезанный коньками, в котором отражаются разноцветные огни. Первым слоем у следующего кулона я залила просто эпоксидную смолу, а затем я выложила на нее слюду для маникюра. Она очень красиво и разнообразно переливается и дает интересный эффект. Когда этот слой смолы высох, я перешла к дальнейшему декору. Я хотела сделать небольшое объемное сердечко, и у меня как раз была такая маленькая форма. Для экономии времени я вновь взяла УФ-смолу и замешала в ней розовые битые блестки. Сушу фонариком и на всякий случай сквозь форму снизу тоже сушу. Как показала моя практика, это тоже помогает даже для непрозрачных форм. Когда я вынула заготовку, просушила ее еще раз с той стороны, которая была внизу, на всякий случай. И после приклеиваю сердечко в центр. Зима не может быть без Нового года. Атмосферу праздника я решила запечатлеть на звездочке. Я залила в ней тонкий слой черной смолы и оставила это сохнуть. После можно приступать к основному декору. Я взяла разные цвета вот таких битых блесток и стала выкладывать их на тонком слое УФ-смолы, словно разбросанные конфетти. А так как УФ-смола застывает за пару минут, можно сделать несколько таких слоев, чтобы был эффект словно фейерверка на темном небе.
И, кстати, здесь у меня с УФ смолой никаких проблем не возникло. И вот как это понимать? Зима — это морозные узоры на стекле. Следующий кулон-контур я не приклеивала к файлу, а взяла вот такую фольгу для маникюра. И я почти досняла еще одно видео про неземной перламутр, где использовала подобную технику, и у меня все очень классно получилось, поэтому мне не терпится его доснять, чтобы с вами этим поделиться. А вот здесь не все пошло по плану. Не знаю почему. Я просто положила кулон-контур на пленку и залила тонким слоем смолы. Ничего особенного. Но при застывании смола почему-то очень сильно пожелтела. Первый раз с таким сталкиваюсь. При этом пленка спокойно отошла и оставила нужный мне узор. Но кулон должен был быть словно стеклянным, а не янтарным. И я решила взять УФ смолу, но из-за того, что она очень нагревается от УФ света, пленка идет волнами, точно так же, как файлик. Потом я попробовала это с другой смолой, и результат был таким же. Минус идея. Зато следующая получилась бомбезной. Только зимой и вечером, где бы то ни было, слышно такой особенный гул. И вот этот звук ночи мне и хотелось отразить в месяце. Я окрасила эпоксидку в синий цвет, правда, добавила его немного совсем, потому что всыпала еще черный и золотой блестящие пигменты. Правда, цвет получился немного зеленоватым. Я стала думать, чего не хватает, добавила еще чуть-чуть синего, но это ничего не поменяло. Потом я догадалась, ситуацию мог изменить фиолетовый пигмент. Да, получилось именно то сочетание цветов, которое я хотела. Супер, оставляю это застывать. И я недавно купила такие кристаллики для маникюра, ну, вы же знаете. Все, что можно использовать для маникюра, можно использовать в большинстве видов рукоделия. Теперь будем так формулировать это. Они прозрачные, и мне было интересно, как они будут выглядеть в смоле. Я налила тонкий слой УФ смолы и высыпала на нее эти кристаллы. И мне так понравился получившийся эффект, что я решила засушить эту УФ смолу и ничего больше не добавлять. Это стало немного похоже на разрез аметиста, и я была безумно довольна этим результатом. В следующем кулоне я хотела сделать елочную игрушку. Эпоксидную смолу я окрашивала вот таким красителем. Эти блестки отлично подходят для изображения снега. И пока смола была еще жидкой, я положила в нее веточки можжевельника. Для дальнейшего декора, после застывания эпоксидки, я отрезала самую обычную ниточку и завязала узелок. Он получился отличной формы, а такой способ завязывания узелков может давать самые непредсказуемые узелки. И маленькой капелькой смолы я прикрепила его на веточку. Сама елочная игрушка будет в форме шара, и тут мне поможет все та же силиконовая форма. Я сначала налила туда немного смолы и засушила ее, чтобы у меня уже была форма шара. Дальше я взяла довольно большое количество сухих пигментов для такого количества смолы, и из-за этого она сохла намного хуже. Именно поэтому я и сделала сначала тот первый прозрачный слой, чтобы он уже закрывал мои пигменты. И даже если бы они не просушились до конца, у них уже было бы защитное стекло. И я не сильно, кстати, перемешала пигмент, чтобы оставались красивые разводы. Шарик получился не очень ровным, но это исправит дальнейшая заливка. Приклеиваю его и, конечно же, не забываю про маленькую металлическую пимпочку сверху. Ну и саму веточку я решила сделать попышнее. Еще у меня оставалась смола от самого первого кулона сердечка, и я решила использовать ее в этой таблетке.
сделав контраст холода и тепла и каноничного синего и красного. Красного красителя у меня не было. В другом ящике он был. Только сейчас вспомнила. Не суть. Тогда я про него забыла и взяла вот такой мех для ногтей, чтобы еще усилить смысл тепла этим мехом. И из битых блесток потом я выложила как бы наполнение этой таблетки. Но до меня очень поздно дошло, что это надо было делать не вот так вот в центре, прям явно, а ведь таблетка будет висеть вертикально, и надо было это сделать так, словно это все сыпалось вниз на верхней части и на нижней. Но нет. После я залила все кулоны, кроме месяца, конечно же, эпоксидной смолой, потому что считаю, что она надежнее и прочнее. Еще раз попробовала залить капельку, но это была только трата этой фольги и полный провал идеи, которая должна была быть шикарной. Зима — это, конечно же, и куча всего другого. Можем даже с вами составить длинный список всех прелестей этого времени года. Пишите в комментариях, за что вы любите зиму, или что для вас зима, может быть, это не самое любимое время года ваше. И можете написать, чем особенным запомнилась вам именно эта прошедшая зима. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Я вас вот так вот люблю. Пока.